Есть человек, например, гармоничный. Вот здесь вот человек гармоничный будет, а здесь который с какими-то... Есть у него там какие-то неврозы. Вот если брать сущность человека, вот без учета того, что у него есть какие-то заболевания, вот будем считать, что вот это Сефира – это Бог. Но он не опознан, но у нас есть Сефира, которая за это отвечает, и через него проходят определенные вибрации. Они должны как-то интерпретироваться в теле, поэтому они отсюда, из этого, будут искать резонансы. Триггерные точки, они могут быть там в голове, в руках, в органах каких-то, не имеет значения. Но вот эти все вибрации, они будут поступать сюда. И будут искать резонанс. Ну, это, можно сказать, такой путь кармический человека. Вот есть у него, он должен пройти какую-то миссию, и он получает вот эти вибрации, и они им движут. Потому что не думайте, что вы контролируете свою жизнь. Это все контролируется наверху, и поэтому вы все равно будете делать то, что наверху вам предначертано, то вы будете делать и будете идти. Если у вас все в гармонии, вы будете идти согласно этим вибрациям. Если нет, происходит вот такая штука. Вот здесь вибрация, допустим, должна пройти свободно, она не проходит, она до низа должна дойти. Она не проходит, и что-то резонирует. Какой-то триггер, который мешает этому. Допустим, назовем это невроз, либо какое-то компульсивное поведение, либо еще что-то. И тогда вот эта штука, она будет давать резонанс отражению во внешнем в чем-то. Это может быть предмет, это может быть какое-то событие, которое будет с этим связано. Но будет формирование определенного события, исходя из невроза человека. То есть, как бы он ни старался, все равно будут случаться ситуации, которые будут резонировать с этой ситуацией. И человек будет встречать эти ситуации, чтобы он, наконец-то, этот триггер проработал. Иначе он будет идти просто другим путем и попадать вот в определенные ситуации, которые будут его учить и прорабатывать его, пока он не додумается, что, оказывается, вот из-за чего это все. Задача наша какая? Найти этот триггер. Что такое триггер? Вот у нас есть, я линейно нарисую, но это не линейно вообще происходит. У нас есть вот здесь вот некая ситуация, а здесь есть решение. Да или нет? Это может быть травма, это может быть положительная ситуация, не имеет никакого значения. Но прежде чем попасть в эту ситуацию, вы принимаете решение. Незаметно. Вот это самое главное, то, что нужно понять. Сначала принимается решение, которое вы не осознаете, а потом вы попадаете в ситуацию и начинаете размышлять, как же я туда попал, либо эта ситуация случилась случайно. Случайностей нет. Все происходит, исходя из вот этих маленьких триггеров, либо да, либо нет, 0 или единица, которые вы приняли неосознанно. Я даже рассказывал про изнасилование, когда девушка попадает в изнасилование, как можно ее обвинить в том, что с ней произошло. Это же виноваты насильники в любом случае. Но если начать искать вот это решение, то вы поймете, что в определенный момент она приняла решение просто пойти куда-то, либо повернуть в какую-то сторону. И это сыграло ключевую роль, потому что почему это случилось с ней. И вот в этой штуке отсюда начинается вся накрутка мыслей. Если вы погрузите человека, допустим, вот эта травматическая ситуация, если вы погрузите его туда, вот сейчас в регрессии будем работать, да, у него там будет травма, будет распаковка вот этой ситуации, вы будете разрешать эту ситуацию. Но если вы его сюда погрузите, здесь еще больше будет накрутка, потому что ум, когда он принимал это решение неосознанное, он очень сильно колебался, потому что интуиция подсказывала, этого делать нельзя, а эго подсказывало, это нужно сделать. И в итоге он принял вот это решение, и оно оказалось ошибочным. То есть вот эти ошибки, они происходят из-за того, что мы не осознаем вот эти вот триггеры. Поэтому, когда мы будем работать сейчас в регрессии, мы будем погружать в решение. То есть есть какая-то ситуация, классно. Иди за минуту до того, как ты принял решение. Тогда
когда человек осознает вот этот триггер, вот эти все ситуации, они рассыпятся. И они повторяются периодически. Здесь повторяется, здесь. Например, здесь 3 года было. У меня человек был, он в детстве перебежал дорогу. Ну, машины ездили, и он решил взять себя в руки, собраться, смелость, и пока машины ездят, перебежать дорогу. В итоге папа узнал и ему это надавал ремнем. От этого у него сложилась травматика, и дальше в жизни отношение к отцу, к родителям, и, соответственно, вся жизнь, она складывалась вот из-за этого маленького случая. Но на самом деле это был не... Травматика была не та, то, что его отец воспитал, так, а то, что он принял вот это решение. Когда мы начали разбирать вот это решение, там что оказалось? Там оказалось, когда он собирался перебегать эту дорогу, он уже себе накрутил то, что он бежит через дорогу, его сбивает машина в этот момент, кругом все в крови, водителя сажают за это. Ну, то есть он сделал накрутку вот в маленьком решении. А то, что вот это не травматика. Да, ему там больно было. Да, любая боль – это бессознательная реакция человека и глубокий транс. Да, там есть определенная травматика, но она не ключевая. Ключевая будет вот это.